Всем привет! В этом ролике хочу поделиться билдом на друида через молнии. В общем, получится у нас такой волк Палпатин. Вначале хочу показать немного геймплея, ну а далее уже полный разбор и объяснение, что да как делать, чтобы также иметь такой урон и также легко чистить данжи. Ну и теперь по билду. Начнем со снаряжения и с основных аспектов, которые сделают этот билд рабочим, а потом уже дополнительные аспекты, которые его усилят. Первый и самый основной — это голова уник, базовое умение бури, теперь также считается умением волка, то есть все вот эти вот умения, которые у нас тут есть, теперь также может использовать волк. К примеру, если мы уберем эту голову уник, то теперь у нас волк не может использовать эти умения, поэтому надеваем его назад. Следующий основной аспект — это критические удары грозового шторма, создают 3 пляшущие молнии, которые преследуют противника и наносят урон. Следующий аспект — это ярость гризли. Навык теперь превращает нас в волка, снижает затраты духа на 44%, и также вместо уменьшения получаемого урона в ярости гризли мы повышаем нашу скорость передвижения. Ну и последний аспект — увеличение длительности ярости гризли. И вдобавок самое важное к этому аспекту, так это то, что все критические удары во время ярости гризли увеличивают критический урон на 10%. Смотрите, к примеру, у меня сейчас 267% крит урон. Стоит мне в ярости гризли сделать пару крит ударов, и эта цифра сразу же вырастет. Так удавалось достичь выше 1000% критического урона. Итак, это были основные аспекты. Далее переходим к дополнительным аспектам, которые усилят наш урон и также добавят нам немного защиты. Смотрите, есть броня уник. Волк становится нашим истинным обличием и также добавляет +2 ко всем умениям волка. То есть это к удару бури, к урагану, ну и всем остальным умениям волка. К примеру, если мы уберем этот уник, то у нас теперь тут 8. Возвращаем назад и снова +10. На самом деле этот уник можно заменить аспектом в облике волка, получая меньше урона. И главное, чтобы статы в броне были лучше, чем статы в унике, ибо статы в унике, если честно, не совсем хорошие. Я пока что бегаю в унике, но если найду какую-то крутую броню с топ-статами, то мне придется поменять его. Далее, основные умения наносят больше урона в зависимости от объема укрепления. Чем больше укреплений, тем больше урона наносим. В ножной броне у меня выбран аспект увеличения брони, супер крутой аспект, который должны использовать все. На высоком уровне без брони вообще никак. Далее аспект в сапогах. Жаль, что в сапогах не так уж и много аспектов можно ставить хороших, поэтому лучший из всех — это пока мы удержимы, наша скорость передвижения повышается, и плюс мы можем проходить сквозь противников. Это очень помогает, когда стоим в толпище мобов. Следующий дополнительный аспект — это урон от умения увеличивается в зависимости от основного ресурса. Чем больше основного ресурса, тем больше у нас урона. Смотрите, его можно поменять местами с аспектом, который увеличивает время продолжительности ярости гризли. Так в амулете аспект позволит нам находиться еще дольше в ярости гризли, но я пока что не получил максимальный этот аспект, поэтому пока оставляю его так. Но как только получу максимальный аспект на ярость гризли, то я его поставлю в амулет, а из амулета переставлю в кольцо. Ну и последний аспект — кровавый вой. Повышает крит шанс и дополнительно действует на союзников и питомцев вблизи. Его выбрал чисто для команды. Заместо него можно взять какой-то аспект на усиление вашей атаки, но у меня пока что так. Далее переходим к древу умений. Базовая удар бури. Модификаторы: усиленный удар бури, который с вероятностью 15% обездвижит противника. Ну и второй модификатор — дикий удар бури, который позволяет ему приходить еще к 2 целям. Далее основные умения: в максимум усиливаем грозовой шторм. Ну и тут пассивку берем бушующий грозовой шторм. Также в основных берем единичку сердца, дикой природы и максимум дикие инстинкты. Ну и тут
две пассивки берем увеличение скорости передвижения в волке. Далее защита. Ураганный доспех защищает нас доспехом, которого уменьшает нефизический урон. Он еще наносит урон при активации, но тут главное это защита. И два модификатора, это усиленный ураганный доспех, который замедляет цели на 70% на 2 секунды. И следующая пассивка, это ураганный доспех, делает уязвимым противников на 3 секунды. Это прям основа. Уязвимые противники повышают наш урон очень жестко. Далее кровавый вой при активации превращает нас в волка и восполняет некоторое количество здоровья. Ну и тут модификатор берем убийство, сокращает время кровавого воя. В общем, из опыта скажу так. Навык практически без кулдауна. Главное убить несколько мобов. Ну и тут пассивный навык бдительность. Когда применяем умение защиты, то получаем урон уменьшенный на 15%. Смотрите, еще и стойкость предков. Ее также можно в максимум взять, если не хватает стойкости. К примеру, убрать какие-то очки с пассивных навыков на урон и добавить сюда. Тут уже сами решайте, исходя из вашего персонажа. Далее власть природы. Берем в 3, увеличиваем урон вдалеке. И если цель замедлена, оглушена или обездвижена, то этот урон удваивается. К примеру, можно будет заменить с этой пассивкой для защиты, если нам нужна будет защита. Далее категории гнев. Активный ураган. И модификатора ураган замедляет цель на 25% на 2 секунды. И второй, противники под действием урагана наносят на 20% меньше урона. Да, можно взять эту пассивку, которая с вероятностью 15% делает противников уязвимыми. Но у нас и так много навыков, которые легко делают противника уязвимыми. Поэтому лучше берите на защиту. Далее пассивные навыки. В 3 взял сила стихии. В единичку взял нескончаемый ураган и дурное знамение. И в 3 взял электрошок. Ну и тут в единичку берем нейротоксин, замедляет отравленных противников. В единичку также берем ядовитые когти. Критические удары от умения волка, в нашем случае любые крит удары, наносят урон от отравления на 4 секунды. То есть любой крит удар отравляет противника. Ну и в 3 берем наполнение ядом. Отравленные противники получают на 30% больше урона. Далее мощное умение. И тут пассивки в 3 взял непокорность и природную катастрофу, которые усиливают наш урон. И в 2 взял в круг жизни. Умения сил природы восполняют наше здоровье. И тут самое главное это ярость гризли, активный навык. Мы принимаем образ неудержимого лютого медведя, но в нашем случае лютого волка. Усиливаем наш наносимый урон. Также убийство продлевает ярость гризли на 1 секунду, вплоть до 5 секунд. И берем два модификатора. Первый, как уже говорил, получает неудержимость. И второй, это ярость гризли, получаем укрепление в объеме 8% от максимального здоровья. Каждую секунду это укрепление увеличивается. Ну и в главных 3 пассивных умениях я выбрал буря в разгаре. Применение умений бури дает нам 1 единицу духа. И мы наносим 15% больше урона уязвимым, обездвиженным и замедленным противникам. Супер крутая пассивка для нашего билда. И переходим к благословению духа. Тут я взял дар оленя, который дает нам плюс 10 духа. Но, если что, я думаю его к 100-му уровню заменю на настороженность для защиты. Пассивки на крит шанс и крит урон тут взял. Также к 100-му уровню я думаю поменяю пассивку на крит урон. Вместо нее поставлю мазохизм. Даст мне тонны живучести. После, тут самое важное, это катастрофа, продлевает на 25% мощных умений, а именно ярость и гризли. И затишье перед бурей. Удачный удар с вероятностью 10% сокращает время восстановления мощного умения на 2 секунды. Так мы можем практически всегда находиться в ярости гризли, если прокнет шансы. И поэтому старайтесь находить снаряжение со статами на время сокращения. Вот как у меня амулет и наследный тотем. Далее переходим к парагону. По-быстрому пройдусь по нему. В начальный борт я поставил уловку на увеличение урона по уязвимым. Второй борт жажда насилия выбрал. Тут крит удары в облике волка восполняет 2 единицы духа. И символ выбрал облик волка. Третий борт берем громовой молот. Тут я вставил символ дух. Следующий борт у нас, следующая доска щупальца душителя, но тут легендарный узел мы не берем. Символ в этой доске я выбрал сверкание, которое увеличивает урон молний. Далее необычная злоба. Тут забираем вот так, как я сделал легендарный узел. И символ выбрал земля и небо. Ну и 6-й борт. Да, у нас хватает на него очков. Это наставление предков. Тут смотрите, можно взять легендарный узел, но пропустить вот тут символ, который усилит наш урон от основного навыка.
Ну или же пропускаем легендарный узел и ставим, как я, сюда символ хранитель. Но в любой момент я могу это поменять, на самом деле это не сложно. Но в любой момент я могу это поменять и выбрать легендарный. Это все можно легко поменять, потратив на это немного золота. Итого, что мы имеем? Видим толпу, прыгаем туда, включаем ярость гризли, ураганный доспех, ураган, подрубаем кровавый вой и начинаем, так сказать, зажигать. Видите, у меня дух почти не заканчивается, и мобы разлетаются. Супер простой геймплей, который наносит тонны урона. И также в сравнении, к примеру, с Соркой, друид очень стойкий. И не нужно бояться того, что какой-то рандомный взрыв убьет вас. Как-то так это был билд с объяснениями на грозового друида, ака Волк Палпатин. Кому ролик понравился, ставим лайк, подписываемся на канал. И, кстати, если у вас в вашем билде есть что-то более лучше, что дает вам больше урона, или же у вас есть какой-то более интересный парагон, то залетайте в Discord, ссылка в описании, делитесь инфой, мне будет очень интересно. И самое главное, хочу пожелать всем мирного неба над головой и всем пока-пока.